Итак, ребят, всем привет! И сегодня мы поговорим с вами про следующий тип личности INTJ. Несколько человек оставляли мне комментарии, что у них вышел этот результат. Ссылка на тест по-прежнему в инфобоксе. Кто еще не прошел этот тест на определение типа личности, пройдите по ссылке и напишите в комментариях ваш тип личности. Я расскажу о вас в ближайшее время тоже. Ну, посмотрим на тип личности INTJ, стратег, как он назван на этом сайте. Начнем со статистики. Итак, INTJ относится к одному из самых редких типов личности, и в населении Земли имеется всего лишь 2-3% этого типа личности. И больше встречается он среди мужчин, чем среди женщин. Женщин этого типа личности очень мало. Среди мужчин это 2-3% населения, а среди женщин 1, иногда в некоторых статистических данных 1,5 или меньше даже 1%. Ну, в общем, довольно-таки редкий тип личности. И рассмотрим буквы, из которых состоит название этого кода личности. I означает интроверт, N означает интуит, T означает думающий, в отличие от чувствующих типов личности, которые мы до этого рассматривали. Сегодня поговорим, в чем разница, коротко тоже. И J — это планирующий. Ну, judging я рассказывала в отдельном видео, 16 типов личности, что означает эти буквы. Оставлю подсказочку тоже, кто еще не смотрел, посмотрите. То есть это думающий, интроверт, интуит и планирующий. Что-то подобное этому типу личности мы можем наблюдать в всем известном фильме, сериале, вернее, многосерийном фильме «Шерлок Холмс» британского производства. Это как раз самый приближенный вариант характера этого типа личности. Кто смотрел, может уже иметь представление, как бы составить себе психологический портрет, что это из себя представляет. Также к этому типу личности относят Сталина и многих других деятелей общественных, политических, тех, кого нельзя называть. В общем, вы поняли. На сайте этот тип личности относится к аналитикам. Это верхняя строчка, как вы могли обратить внимание. Аналитики — это как раз типы, которые ориентируются на достоверные факты, информацию, а не на эмоции и чувства. И они очень мало фокусируются на людях и их взаимоотношениях, ну, как эмоциональных, да? Больше фокусируются на каких-то предметах, на каких-то делах, да, и мало интересуются эмоциями людей. Это не значит, конечно, что эти типы личности какие-то бесчувственные или холодные, просто они предпочитают не выражать эмоции, не вмешивать их в дела. Они больше интересуются, они больше такие интеллектуалы, инженеры. Ну, вернемся к типу личности INTJ и что же характерно для этого психотипа. Очень интересно, что эти люди практически с очень маленького детского возраста, ну, можно сказать, в возрасте там 4, 5, 6 лет, знают и имеют представление о том, кем они будут в будущем. Или знают, чего они хотят достичь, да, какую профессию они хотят иметь. И им свойственно, конечно, стремление к таким высоким достаточно достижениям и целям. И, как ни странно, в отличие от многих других типов личности, у них хватает и энергии достигать эти цели и всего этого добиваться. Они любят всякие награды, когда даже другой человек, может быть, бы не обратил на это внимание, они вот себе как бы составляют список, чего они достигли, и когда какие-то значимые достижения у них происходят в жизни, они к этому стремятся, конечно же, они происходят, они предпочитают делиться этими достижениями на всеобщее обозрение, что вот это им придает такую ценность в глазах других людей. То есть они любят быть первыми во всем. Быть первыми, зарабатывать много денег, и поэтому этот тип личности можно встретить в бизнесе и управлении. Они очень хорошо управляют людьми, но также могут быть высококвалифицированными специалистами в какой-то области, на руководящей должности, и также в
том месте, где они будут получать достойную зарплату по своей специальности. Ну вот, как я уже сказала, они могут и любят управлять людьми, так как обладают некой способностью хорошо распознавать талантливые кадры, да, охотник за головами, как говорится, как HeadHunter называется, выявляют талантливых, надежных сотрудников, которые вот помогают в достижении этих целей. То есть они довольно проницательны и могут довольно-таки точно определить характер человека. Вообще они любят анализировать все, в том числе и людей, и процессы и так далее. Поэтому именно этот психотип один из немногих, который будет интересоваться психологией, скорее всего, да, и смотреть это видео. Поэтому, ребяточки, ставьте лайк и смотрите это видео до конца. Этот тип личности обладает довольно редким стратегическим мышлением. Да, как вы видели в процентном соотношении, так думает довольно-таки, такое мышление присуще довольно-таки маленькому количеству людей. И многим людям это может показаться странным. Здесь, как и все редкие типы личности, INTJ могут сталкиваться с фундаментальным непониманием большинства людей, и нужно это учитывать в общении. Может показаться странным то, что эти люди, например, зачастую, я не знаю насчет всех, конечно, пишите, ребят, в комментариях, но все, кого я знаю этого типа личности, они пишут, значит, свои планы в каком-то отдельном месте, либо в компьютере, да, в какой-то программе, либо в ежедневнике, расписывают свои планы по месяцам, на год, да, и каждый год ставят себе цели и идут по этому расписанному плану. Поэтому они лучше любого мотивирующего блогера могут вам рассказать о целеполагании, о достижении своих целей, потому что это естественный процесс их мышления. И по этому плану они вот так движутся методично к этой точке намеченной. И когда что-то идет не по плану, что-то выбивается или появляются какие-то новые обстоятельства, это, конечно, является для них очень дискомфортной ситуацией. То есть представьте, у вас пошагово расписан план какого-то действия, и вдруг появляется какое-то обстоятельство, которое всю эту работу планирования перечеркивает, и нужно все заново переписывать. То есть это довольно запарно, и, пожалуй, это одна из немногих ситуаций, которая вызывает сильный стресс у INTJ, потому что в остальных случаях этот тип личности один из самых стрессоустойчивых в каких-то сложных ситуациях. Это очень ответственные люди, и в тех случаях, где большинство других типов личности впали бы в панику или поддались бы эмоциям, стратегии, они отбрасывают все эти ненужные элементы жизни, чтобы сделать то, что должно быть сделано для исправления ситуации. То есть они говорят на языке действий, а не слов. Как бы странно это ни было сформулировано, для них действия говорят больше слов, и они важнее. Из чего исходит следующая проблема, с которой зачастую сталкиваются INTJ, особенно в неосознанном возрасте, когда они еще не принимают этого внимания каким-то осознанным способом, да, они могут быть довольно-таки грубыми, прямолинейными и часто могут оскорбить других людей, потому что они, как правило, не задумываются, какое впечатление произведет их поведение или их довольно-таки резкие слова и высказывания на других людей в плане эмоций. То есть, скорее всего, это для них кажется довольно-таки естественным и простым, и они могут удивиться, если кого-то обидит какое-то прямое высказывание, если оно является фактом, общеизвестным фактом. То есть они не очень умеют реагировать на чувства других людей и под них подстраиваться. Поэтому они не всегда бывают дипломатичны, не сказать, что они боятся конфликтов, скорее могут даже любить какие-то споры, дебаты. На интеллектуальном уровне, конечно, не прочь поучаствовать и поспорить, но все-таки относят это все больше к популизму. Да? Разговоры — это якобы ничто по сравнению с действиями. Они как бы ошибочно полагают, что
какие-то другие процессы, кроме действий, там, эмоциональные переживания, они не имеют никакой ценности, не имеют значения и не помогают в достижении целей. На основе этого и возникает недопонимание с другими типами личностей. Поэтому у них такая внешне очень холодная, недоступная, неприступная оболочка, безэмоциональная, которая может показаться достаточно высокомерной другим людям. Но не забывайте, что это всего лишь ваше восприятие. Да, всегда нужно задумываться о причинах поведения других людей, каких-то поступков. Если, ребята, кто-то смотрел вот этот знаменитый по знаменитому роману Джейн Остин экранизации «Гордость и предубеждение». Посмотрите, кстати, в оригинале на английском, если кто-то уже может это себе позволить. Последний фильм, по-моему, был с Кирой Найтли. В 2000-х он вышел. И вот мистер Дарси, главный герой этого романа и экранизации, он как раз-таки вот представляет такой вот character, да, характер человека, который кажется всем надменным и грубым, хотя на самом деле это просто интроверт с очень хорошим образованием и так далее. Ну, кто смотрел этот фильм, поняли, о чем я. Это люди, которые ценят эффективность. В том видео, где я рассказывала про 4 типа принятия решения: точность, эффективность, аутентичность и гармония. Я рассказывала там, что эффективность предпочитает решать проблемы. Если у какого-то человека или близкого, или друга, или члена семьи возникла проблема, то значит нужно что-то сделать технически, физически, порешать, чтобы эта проблема ушла, и больше этого беспокойства не возникало. Но вот что касается утешить человека психологически там, или выслушать какие-то эмоциональные жалобы, они считают это крайне неэффективным, бесполезным, и этой поддержки оказать не смогут. Вместо этого они стараются действовать максимально прагматично, очень хорошо умеют распределять приоритеты, расставлять приоритеты, что в данный момент актуально, что поможет им продвинуться вперед и так далее. Поэтому это очень независимые люди, интровертные, любят принимать решения самостоятельно и не советоваться с кем бы то ни было, и особо не делиться своими планами с близкими людьми. Не могу сказать, с чем это связано, ребят, пишите в комментариях. Может быть, вы считаете, что вы знаете лучше, и не стоит прислушиваться к другим людям. Но в каких-то ситуациях это может тоже казаться грубым по отношению к близким людям, особенно когда человек не считает нужным спросить даже мнение на какой-то счет. И зачастую они очень мало думают о людях, как я уже сказала. Вообще могут считать большинство людей ленивыми, безответственными, плывущими по течению, не имеющими целей и так далее и тому подобное. Ну, так уж оно и есть. Но вы понимаете, да, что у всех свои особенности, и каждый человек делает, каждый тип личности, он делает то, что у него получается лучше всего, да. Если вы лучше всего вот в этом, в стрессоустойчивости, в тех качествах, которые я перечислила, конечно, вы будете это и ценить, исходя со своей колокольни, да, а все остальное относиться к этому так поверхностно. Ну, как вы поняли, эти люди очень требовательны, прежде всего к себе. И, соответственно, те люди, которые входят в их ближний круг общения, также оцениваются по каким-то супервысоким заоблачным критериям. То есть они очень требовательны к близким людям и к личной жизни подходят тоже весьма прагматично. Это, конечно, не значит, что они абсолютно бесчувственные в выборе партнера, но могут как-то это делать по пунктам. Это люди, которые способны заключить брачный договор, потому что это вполне логично, нужно всегда просчитывать какие-то риски, и это, скорее всего, очень разумно с их точки зрения, нежели как-то странно. Поэтому вот такое краткое описание типа INTJ. Это очень редкий тип личности. Такие люди как раз-таки вносят самые значительные изменения в истории человечества. Они, как правило, ведут за собой людей
и способны менять среду окружающую. Они очень замечают, как инженерное такое мышление, они очень замечают какие-то неэффективные моменты в жизни общества, например, или других людей, и стремятся их исправить. Поэтому многие реформы, которые были привнесены в жизнь общества разных стран, были привнесены с помощью людей, которыми управляли анти-Джей, то есть лидеры такие, которые стремятся усовершенствовать, изменить мир в лучшую сторону. То есть в лучшем случае к лучшему, в других случаях уже отдельная история. Ну что, ребят, пишите в комментариях, насколько похоже было это описание. Пишите, кто еще прошел этот тест, свой тип личности. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся в следующем ролике.